Вы что делали в доме полицейского? Быстро говорите. Находился там, возле двери. Ребята били. Люди спали в этот момент? Да. То есть вы били спящими людей? Да. Заходили грабить, а вышло, что убивали людей. И как так получилось? Получилось, что думали 2 человека дома, на самом деле было больше. И из-за страха пришлось убивать всех. Ночь. Тишина. Спящий дом в обычном российском селе. И 6 человек, которые уже никогда не проснутся. Это не бандитская разборка 90-х, не заказное убийство бизнесмена, не теракт. Это массовое убийство семьи полковника полиции, человека, который десятилетиями боролся с преступностью. И самое страшное, убивали их не из мести, не за миллионы, а ради нескольких десятков тысяч рублей. Сегодня мы разберем дело об убийстве Андрея Гошта и его семьи, шаг за шагом. Как преступники выбрали дом, как проникли внутрь, что происходило в ту ночь по версии следствия, почему выжила только одна девочка, как их вычислили, и какие детали этого дела до сих пор вызывают холод по коже. Досмотрите до конца. Финал этой истории показывает, насколько хрупка граница между обычной жизнью и абсолютным кошмаром. 24 апреля 2016 года. Село Ивашевка Самарской области. Тихий частный сектор. Никаких камер на каждом углу, никаких охранных систем. Дом семьи Гошт стоял на окраине. Забор, калитка, участок. Все как у тысяч российских семей. В ту ночь в доме находились 7 человек. Полковник полиции Андрей Гошт, его жена, его родители, жена брата, племянница старшего возраста и младшая племянница 7 лет. Они спали. Около 3 часов ночи к забору подошли 4 мужчин. Это не были профессиональные киллеры, не было глушителей, не было автоматов. У них были деревянные биты и черенки от лопат. Вопрос к вам. Как вы думаете, случайность ли это? Или они понимали, что идут убивать? Следствие установило. Проникли через поврежденный участок забора. Дверь дома оказалась не запертой. Внутри тишина. Никакой сигнализации. Они заходят внутрь. Идут по комнатам. Люди спят. И начинается бойня. По материалам суда удары наносились преимущественно по голове. С силой. Многократно. Спящим людям. Не было долгих допросов. Не было требований денег. Не было криков «Где сейф?». Это была методичная расправа. Сначала один, потом второй, потом следующий. Представьте уровень жестокости. Человек спит, и первое, что он чувствует — сокрушительный удар по голове. Некоторые жертвы получили несколько ударов подряд. Следствие указывало на множественные черепно-мозговые травмы. Это не импульсивная драка, это последовательное уничтожение. Вы можете представить, что чувствовали те, кто просыпался от шума? По версии следствия, кто-то из членов семьи мог проснуться и попытаться встать. Но против 4 нападавших с тяжелыми предметами шансов не было. 6 человек погибли на месте. И вот здесь начинается самый тяжелый эпизод. 7-летняя девочка. Ее тоже ударили. Она получила тяжелейшие травмы головы. Она впала в кому. Но она выжила. Вопрос к вам. Что двигало людьми, которые поднимают биту на ребенка? После расправы преступники начали искать деньги и ценности. Они забрали банковские карты, мобильные телефоны, наличные, документы, даже служебное удостоверение полковника. Общая сумма похищенного – около 200 тысяч рублей. 6 жизней за сумму, за которую в крупном городе сегодня не купишь даже подержанную машину. После убийства они спокойно уехали. Позже камеры зафиксируют их на автозаправке. Они заправляли машину. Спокойно, без паники, как будто возвращались с обычной поездки. Утром тела обнаружили. Новость мгновенно разлетелась по стране. Убит действующий полковник полиции и его семья. Первая версия – месть, служебная деятельность, профессиональный след. Но расследование пошло в другую сторону. Следователи установили, дом выбрали не из-за личности хозяина. Это была попытка ограбления.
Они не знали, что в доме высокопоставленный сотрудник МВД. Подумайте об этом. 4 мужчин случайно выбирают дом, и внутри оказывается полковник полиции. Совпадение? Суд признал – да. Через несколько дней после преступления были задержаны подозреваемые: Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев, Архан Захрабов. Возраст от молодых до 30 лет. Некоторые частично признали вину. Следствие использовало детализацию телефонных соединений, записи с камер, данные о снятии денег с банковских карт. Один из обвиняемых пытался снять наличные с карты убитого. Это стало важной зацепкой. Экспертизы установили совпадение следов. Автомобиль, на котором они передвигались, попал на камеры наблюдения. Цепочка замкнулась. На суде было установлено: нападение было совершено группой лиц по предварительному сговору с целью разбоя. Но в процессе разбоя они приняли решение убить всех свидетелей. То есть в какой-то момент было осознание: они идут до конца. Давайте остановимся на этом. Это не ситуация «один удар, паника, трагедия». Это серия осознанных действий. Комната за комнатой. Человек за человеком. Судебный процесс проходил в Самарской области. Материалы дела насчитывали десятки томов. Обвинение – убийство 2 и более лиц, разбой, покушение на убийство малолетнего. Приговор был суровым. 2 получили пожизненное лишение свободы. 1 – 25 лет, 1 – 26 лет. Пожизненное – это фактически тюрьма до конца жизни. Но возникает вопрос: достаточно ли этого, когда уничтожена целая семья? 7-летняя девочка выжила. Она осталась сиротой. По официальным данным, после длительного лечения она пришла в сознание. Представьте, проснуться и узнать, что семьи больше нет. Следствие подчеркивало: мотив – корысть. Никакой политики, никакой мести, никакой сложной схемы. Просто желание легких денег. И это, пожалуй, самое страшное. Когда массовое убийство происходит не из идеологии, не из фанатизма, а из-за банальной жадности. Дом не был укреплен, не было камер, не было сигнализации. Вопрос к вам. Изменилась бы эта история, если бы была установлена сигнализация? Или они все равно пошли бы до конца? Еще одна деталь. По материалам суда преступники заранее взяли с собой орудия – деревянные биты. То есть они готовились к насилию. Это был не просто зайти и украсть, если никого нет. Они понимали риск столкновения с хозяевами. И все равно пошли. Некоторые эксперты отмечали особую жестокость способа убийства. Удары тяжелыми тупыми предметами требуют физического усилия и психологической готовности. Это не выстрел на расстоянии, это контакт, лицо к лицу. Почему никто не услышал крики? Соседи позже говорили, что ничего подозрительного не заметили. Тихая ночь, обычный сельский дом. Трагедия внутри и полная тишина снаружи. После задержания подозреваемых обсуждался вопрос, был ли план убить всех изначально или решение приняли на месте. Суд счел, что убийства были совершены осознанно. Прокуратура настаивала на максимальном наказании. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Полковник полиции, который сам расследовал преступление, стал жертвой разбойников. Ирония судьбы или трагическая случайность? Если посмотреть шире, это история о том, как случайный выбор дома может привести к катастрофе. Они могли выбрать другой участок, другую улицу, другую семью. Но выбрали этот дом. Иногда в комментариях пишут: наверняка была скрытая причина. Официальное расследование такой причины не выявило. Никакой связи с профессиональной деятельностью, только разбой, только жадность, только жестокость. Подумайте, 4 человека заходят в дом, где спят дети и пожилые люди, и ни у одного не возникает мысли остановиться. Коллективная жестокость – один из самых пугающих феноменов криминологии, когда ответственность как будто размывается. Это не я один, мы вместе, назад пути нет.
Как вы считаете, если бы один из них отказался, все могло бы пойти иначе? Следствие установило, что преступление длилось относительно недолго. Это не часы пыток. Это быстрая, но крайне жестокая расправа. Иногда именно скорость делает преступление еще более шокирующим. Без долгих переговоров, без требований, без шансов. Этот случай вошел в историю как одно из самых резонансных массовых убийств в современной России. Не из-за масштаба, а из-за сочетания факторов. Высокопоставленный полицейский, полное уничтожение семьи, корыстный мотив. Выживший ребенок. Каждый элемент усиливает трагедию. После вынесения приговора часть осужденных пыталась обжаловать решение, но ключевые приговоры остались в силе. Сегодня они отбывают наказание, а дом в Ивашевке стал символом той ночи. Эта история — напоминание о том, что зло не всегда выглядит как организованная мафия или тщательно продуманный заговор. Иногда это группа людей, решивших, что человеческая жизнь стоит меньше 200 тысяч рублей. И теперь вопрос к вам. Что в этой истории пугает больше всего? Жестокость? Случайность выбора жертв? Или то, что все произошло в обычном доме, в обычном селе, где никто не ожидал беды? Напишите в комментариях. И если вам важны подробные, документально точные разборы реальных уголовных дел без сенсационных выдумок, поддержите видео. Потому что за каждым таким делом не просто криминальная хроника, а сломанные судьбы. И иногда одна незапертая дверь меняет все. Теперь давайте разберем то, о чем редко задумываются, когда читают сухую сводку новостей. Почему это преступление произошло именно так? 4 взрослых мужчин. Ночь. Дом, где горит слабый свет или вообще темнота. Они идут не в пустое здание, они идут туда, где спят люди. Это принципиальный момент. Следствие установило, орудия, деревянные биты и черенки были принесены с собой. Это означает, что вариант столкновения с хозяевами они допускали заранее. Они понимали, что дом может быть не пустым. Они были готовы применять силу. Но готовность к насилию — это одно, а массовое убийство — совсем другое. По материалам дела удары наносились прицельно по жизненно важным зонам. Это не хаотичная драка. Это последовательное лишение жизни. После первых ударов уже было понятно, что жертвы не смогут оказать сопротивление. Почему не ограничились одним человеком? Почему уничтожили всех? Версия обвинения, чтобы не оставлять свидетелей. Это хладнокровная логика. Если ты убил одного, ты уже перешел черту. Дальше, с точки зрения преступника, проще убрать всех. Именно этот психологический момент криминологи называют точкой невозврата. Интересный факт. По данным следствия, в доме не было крупных сумм наличных. Это не был особняк с сейфом. Это обычный частный дом. То есть расчет на крупную добычу был, мягко говоря, неоправданным. Возникает вопрос, они вообще проводили разведку? Или выбор был случайным? В суде было озвучено, что дом выбрали как подходящий объект для ограбления. Тихий участок, отсутствие охраны, минимальный риск быть замеченными. Но риск оказался колоссальным, просто они об этом еще не знали. Когда стало известно, что один из убитых, полковник полиции, общественный резонанс усилился в разы. Представьте ситуацию. Человек, который десятилетиями расследовал преступления, сам становится жертвой преступников. И не в служебной командировке, не в перестрелке, а в родительском доме, ночью. Многие задавались вопросом, неужели никто из нападавших не узнал его? Суд установил – нет. Преступники не знали, кто живет в доме. Это была роковая случайность. Если бы они понимали, что внутри сотрудник МВД такого уровня, пошли бы они туда? Или испугались бы последствий? Напишите, как вы думаете. Теперь о выжившей девочке. Она получила тяжелые травмы головы. Несколько дней врачи боролись за ее жизнь. Информация о состоянии ребенка держалась под контролем, но позже подтвердилась. Она пришла в сознание. Это единственный свидетель той ночи. Представьте психологическую травму. Проснуться в больнице. Узнать, что родители и близкие мертвы.
В таких делах редко говорят о долгосрочных последствиях для выживших, но именно они несут самый тяжелый груз. Еще один важный аспект – поведение преступников после убийства. Они не пытались скрыться за границу, не уничтожили автомобиль, не избавились от телефонов мгновенно. Это говорит либо о низком уровне криминального опыта, либо о самоуверенности. Камеры зафиксировали их на автозаправке. Спокойные движения, обычная оплата топлива. Никакой паники. Так ведут себя люди, которые считают, что их не найдут. Но технологии 2016 года уже позволяли быстро анализировать маршруты передвижения, детализацию звонков, банковские операции. Попытка снять деньги с карты стала одной из ключевых ошибок. Это еще один парадокс подобных преступлений. Люди способны на крайнюю жестокость, но совершают примитивные просчеты. На судебных заседаниях звучали показания, детали передвижений, экспертизы. Материалы дела насчитывали десятки томов. Были исследованы следы на месте преступления, биологические материалы, данные сотовых операторов. Судебный процесс был закрытым частично из-за характера преступления и наличия выжившего ребенка. Приговор, пожизненное для двоих, стал сигналом. Государство расценивает это как одно из самых тяжких преступлений. Но даже пожизненное не возвращает 6 погибших. Интересный момент. В подобных делах часто ищут глубокий мотив. Людям сложно принять, что массовое убийство может быть результатом банального разбоя. Нам хочется верить, что за таким злом стоит сложная интрига. Но иногда правда проще и страшнее. Жадность, безнаказанность, групповая динамика. И еще один вопрос. Фактор незапертой двери. Если дверь действительно была открыта, это сыграло ключевую роль. Преступникам не пришлось ломать замок, шуметь, привлекать внимание. Одна бытовая деталь изменила ход событий. Как вы считаете, можно ли было предотвратить эту трагедию с помощью элементарных мер безопасности? Или, если человек решил убивать, его не остановит ни сигнализация, ни замки? Это дело часто приводят как пример того, насколько быстро эскалирует насилие в группе. Один начинает, второй поддерживает, третий уже не может отступить. Ответственность размывается, но наказание в итоге персональное. Каждый из них получил свой срок. С момента вынесения приговора прошло уже несколько лет. Осужденные отбывают наказание в колониях строгого режима, 2 – пожизненно. А в криминальной хронике это дело осталось как ивашевская трагедия. 6 погибших, 1 выживший ребенок, 4 осужденных. И главный вывод, который напрашивается без морали и громких слов. Иногда зло не имеет сложной конструкции. Оно примитивно. И от этого еще страшнее. Если вам интересны подобные детальные разборы реальных дел, напишите, какие истории разобрать дальше. И скажите честно. После этого случая вы бы стали по-другому относиться к безопасности своего дома.